Твое мнение никого не интересует. Примерно такой комментарий мне попался под одной из моих статей про Петербург. Как будто бы я прихожу к этому человеку домой и заставляю его читать мою статью. Но человек сам совершает действия, чтобы как минимум написать этот комментарий о том, что мое мнение никому не интересно. То есть отсюда нужно заключить, что и этому человеку должно быть неинтересно мое мнение, хотя он его сам читает и тем более комментирует. Например, если мне что-то неинтересно, то я это просто не смотрю или не слушаю, в зависимости от формата и сути информации. Но в этом случае причина реакции заключается не в том, что человеку неинтересно мое мнение, а в том, что само мнение вызывает такую реакцию с его стороны. Хотя я никому его не навязываю, я просто высказываю. Данный комментатор своим комментарием высказывает свое недовольство тем, что я осмелился говорить то, что считаю нужным именно со своей точки зрения. То есть он несознательно ссылается на некую непреложную истину, которая уже предопределена некой авторитарной идеей, проводником коей является сам этот комментатор. Вообще, видимо, это довольно массовое явление на постсовковом пространстве, когда некто ссылается на чей-либо авторитет в обход своего собственного осмысления. Ведь осмысление происходит только тогда, когда человек в принципе способен к акту мышления. Но когда он ссылается на некоего авторитета, руководствуясь исключительно своей инстинктивной верой в его правоту, то этот человек является всего лишь идеологической единицей, но не частью гражданского общества. Жизнь в гражданском обществе определяется взаимоотношениями между людьми на разных уровнях, а не когда человек ссылается на чей-либо авторитет только потому, что общественная пропаганда создает образ этого авторитета как существа со сверхспособностями. Тогда, если бы я сослался на общепринятую истину, то этот человек, может быть, отреагировал бы одобрительным комментарием. Но мне не совсем понятен смысл такого взаимодействия, когда собирается кучка людей, чтобы убедиться в том, что они все являются носителями общепринятой истины. Они как бы ищут то, что они хотят услышать, потому как их восприятие определяется этой авторитарной программой. Именно поэтому интеллектуальная дискуссия в русскоязычном пространстве мне представляется маловероятной. Создавать подобный контент для русскоязычной аудитории, в принципе, идея сомнительная, потому как такой контент подразумевает некое равноправие как способ естественного самовыражения людей в глазах друг друга, а не поиск подтверждения неких общепризнанных истин.